Зеленский экстренно обратился к Крыму. Операция на полуострове. Киев ждет решения Запада, после которого изменится ход войны. О чем речь? Все детали. Путин принял решение, отдан приказ на переброску войск. Военные направлены к Крыму и Москве. Запрошена помощь Казахстана. Лукашенко выполнил ультиматум Зеленского. Техника замолчала. Реакция Киева. В США заявили о победе Украины и наступлении на силы РФ. От сердца к солнцу. Украина и Израиль на ножах. Скандал из-за запрещенного приветствия в центре Киева. Самолеты РФ перехвачены силами НАТО. Рука Кремля в Германии. Обвинение из Берлина. Маша и медведь раздора. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 25 июня на календаре. Не устану говорить всем спасибо за поддержку, получил уже тысячи писем от вас и даже звонки. А почему нет видео на главной? И куда ты делся? Никуда, я здесь, видео каждый день, а иногда и по 2 раза в день. Так что переходите, смотрите, и если не сложно, то оставляйте лайк. Спасибо, давайте начнем. От сердца к солнцу. Новый скандал. Израиль и Украина на ножах. Иерусалим обеспокоен и требует реакции. Посольство страны обратилось к украинским властям после акции объединения братства. Она прошла 21 июня на Майдане Независимости в день марша равенства Киев Прайд. В тот же день в центре столицы проходили акции противников Прайда и сторонников так называемых традиционных ценностей. По заявлению израильских дипломатов, во время акции братства звучали нацистские приветствия и салют. В посольстве подчеркнули, что подобные действия оскорбляют память миллионов жертв Второй мировой и выразили надежду на оперативную реакцию украинских правоохранительных органов. 700 единиц техники и 10 тысяч солдат НАТО в нескольких десятках километров от границ России и Беларуси. Польша и Литва подтянули технику в район Сувалского коридора, того самого, где, по мнению западных разведок, может начаться война НАТО с Россией, и если РФ установит контроль над этим коридором, то отрежет страны Балтии от основных сил союзников. Именно поэтому Варшава и Вильнюс провели масштабные военные учения под названием «Янтарный защитник-26». В ходе маневров польские боевые машины пехоты «Барсук» и южнокорейские танки К-2 пошли на форсирование водных преград. Для прикрытия наземных сил в небо была поднята авиация, ударные американские вертолеты «Апачи», которые, как заявляется, обеспечивали плотную поддержку с воздуха. Военные заявляют, что идет масштабная проверка систем управления и связи, слаженности и сквозной совместимости натовских процедур. В шаге от инцидента истребители F-35 НАТО перехватили российские Ту-160 над Баренцевым морем. Об этом заявляет Минобороны Норвегии. В Осло уверяют, российские стратегические ракетоносцы устроили 16-часовой марафон в международном пространстве у границ НАТО. В воздухе немедленно были подняты норвежские истребители 5-го поколения F-35, которые пошли на перехват российских бомбардировщиков. Полет российских «Белых лебедей» проходил в плотном сопровождении сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31, говорится в заявлении. Министерство обороны России не раскрыло авиабазу, с которой вылетали бомбардировщики, однако на видео, опубликованном министерством, показана посадка самолетов в темное время суток. Это указывает на то, что они не вернулись на авиабазу Оленья на Кольском полуострове, где из-за полярного дня в это время года светло круглые сутки. Минобороны РФ при этом подтверждает, что в небе их встретили истребители иностранных государств. В заявлении РФ говорится, что полеты проходили над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей с целью отработки дозаправки топливом в воздухе. При этом в Москве отрицают какие-либо нарушения. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Удар по энергетике Украины. Российские дроны атаковали объекты группы «Нафтогаз» сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий. По его словам, накануне под удар попали производственные активы в Полтавской области. Повреждены объекты добычи и хранения газа, часть мощности пришлось остановить. На одном из объектов вспыхнул пожар, который удалось быстро ликвидировать. Одновременно удары были нанесены и по объектам розничной сети «Укрнафты». Вот что известно о последствиях этих атак.
Под удар попали сразу несколько АЗС «Укрнафты» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. Во время одной из атак «Шахедом» была тяжело ранена сотрудница, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Из-за нарушений работа АЗС остановлена. Лукашенко выполнил ультиматум Зеленского и пошел на его условия. Ретрансляторы в Беларуси прекратили свою работу. Речь о технике в Гомельской и Брестской областях. Так звучит официальное заявление Зеленского. Он уверяет, что получил соответствующий доклад, и теперь спецтехника на территории Беларуси больше не корректирует удары по территории Житомирской, Ровенской, Волынской областей. Официальное заявление звучит следующим образом. Согласно информации, которую мне доложили главнокомандующий и разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы остановили работу на территории Беларуси. Демонтировали их или нет, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу и ежедневные отчеты получаю. Факт, что ретрансляторы на сегодня не работают. Беларусь официально на момент записи выпуска не комментировала заявление Зеленского, при этом за день до этого, как вы помните, Минск призывал жителей Гомельской области не волноваться на фоне выдвинутого Зеленским ультиматума, который говорил о том, что если Лукашенко за неделю не отведет от границы военную технику, то ВСУ нанесут по ней удары. В целом же официальные СМИ Беларуси ни разу не использовали в публикациях слово «ретранслятор». Из Беларуси лишь звучали заявления о том, что военная стратегия республики направлена на то, чтобы гарантировать безопасность граждан и не направлена на втягивание в вооруженный конфликт. Масштабная работа ПВО и новый налет дронов, взрывы в 13 регионах России, а еще в Крыму и над Черным морем. Российская Минобороны заявляет о сотнях БПЛА, которые вновь запустила Украина. Москва уверяет, сбито практически 3 сотни. Под прицелом вновь Крым. Одна из последних массированных ночных атак на энергосистему Севастополя обесточила густонаселенные районы города. Назначенный Россией губернатор Развожаев заявил, что резервные схемы уже запущены, силы брошены на ликвидацию последствий. Однако местных призвали набраться терпения, заявив, что в ближайшие 2-3 недели легче точно не станет. И очевидно, что эту ситуацию мы обязательно преодолеем, но не скоро и не так скоро, как хотелось бы. Поэтому в ближайший месяц, я думаю, ситуация будет варьироваться в этих параметрах. Но еще раз повторяю, мы готовы оперативно реагировать на все возникающие вызовы. Путин принял решение, отдан приказ, РФ стягивает и перебрасывает войска к Крыму и Москве. Речь в первую очередь идет о войсках ПВО. На эти направления направлены дополнительные расчеты. Украина уже заявила, что воспользуется брешью, которая образуется в других городах при переброске систем ПВО. Один из стратегических объектов для прикрытия – это Крымский мост. Его охрана усилена как с воздуха, так и в море. Об этом говорят спутниковые снимки, опубликованные разведкой Запада. На этом фоне Зеленский вышел с экстренным заявлением 24 июня вечером. Его обращение длилось 8 минут. Он уверяет, что отдал приказ действовать на опережение. ВСУ начинают бить по объектам, которые Россия использует для войны, звучит с Банковой. Кроме того, Зеленский обратился к Крыму и заявил, что операция идет очень точно, но сейчас Киев ждет решения союзников, внимание, после которого может кардинально измениться ситуация. О чем речь, он не уточнил. Послушайте. Наши люди на временно оккупированной территории, думаю, все правильно понимают. На юге нашей страны, в Крыму, в Донецкой и Луганской областях мы не позволяем России использовать нашу землю как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную. Наша операция, в частности в отношении Крыма, четко просчитана. И то, как операция продолжается, абсолютно доказывает. Если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно обеспечим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир. Военные призвали эвакуироваться. По их требованию объявлена тотальная обязательная эвакуация с 1 июля в Черниговской области. Людей начнут принудительно вывозить из 12 приграничных населенных пунктов. Все села и громады, в которых объявлена эвакуация, вплотную прилегают к границе и напрямую граничат с Гомельской областью Беларуси, а на востоке с Брянской областью РФ. Власти официально заявляют, что в опасной зоне до сих пор остается около 1000 гражданских, включая 120 детей. На полную очистку приграничной полосы силовикам и экстренным службам выделили лимит времени ровно 2 месяца.
Алгоритм действий уже наработан. Жителей проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы задействованы. Есть утвержденные эвакуационные маршруты и транспорт. Расселение людей – обязательное условие. Места для временного проживания будут обеспечены. В то же время Россия заявляет о продвижении своих войск в Константиновке в юго-западной части и заявляет о практически полном контроле над городом, уверяя, что большая его часть уже под триколором. Украинские военные и аналитики Американского института изучения войны при этом говорят обратное и уверяют, что в городе идут уличные бои. А в ИСВ заявляют, что заявление Минобороны РФ о неизбежном падении города – это лишь медийный эффект с целью создания картинки о падении города. В то же время аналитики Deep State показывают, как изменилась ситуация в Константиновке. В то же время в США заявили о победе Украины. Такое заявление сделал замгоссекретаря США по вопросам внешней помощи Джереми Левин. Он считает, что ситуация на поле боя изменилась в пользу Украины и уверяет, что теперь украинцы находятся в наступлении, а россияне ждут зимы. Это была цитата. Путин экстренно запросил помощь союзника. Россия ведет срочные переговоры с Казахстаном об импорте 50 тысяч тонн бензина А-92. Об этом пишет Рейтер. Причиной критического дефицита на внутреннем рынке стали налеты украинских беспилотников, которые к концу июня 2026 года вывели из строя крупнейшие российские НПЗ. Чтобы улучшить ситуацию, Москва идет на крайние меры и уже разрешила производить бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка по сниженным требованиям к качеству. Источник в Казахстане сообщил, что поставки бензина в Россию могут быть осуществлены в обмен на российское авиационное топливо. В июле Казахстан столкнется с дефицитом авиационного топлива из-за роста спроса, ремонта на Атырауском НПЗ и сокращения поставок из России, сообщили отраслевые источники. Московский НПЗ вряд ли возобновит производство в этом году из-за критических повреждений после 2 июньских украинских атак, а его ремонт займет не менее 6 месяцев. Об этом также пишет Рейтер, уточняя, что остановка крупнейшего поставщика топлива для столичного региона усугубила дефицит горючего. По данным российских медиа, власти уже не менее 19 субъектов РФ ввели или признали действующие ограничения на продажу бензина. Угроза конституционному строю Германии. Попытка диверсии. Заявление о руке Кремля. Именно такое расследование сейчас ведут немецкие прокуроры. Как сообщает Associated Press, в Германии прошли обыски по делу, связанному с бывшей дочерней компанией «Газпрома» – «Газпром Германия». По версии следствия, в 2022 году российская сторона попыталась передать свою немецкую компанию малоизвестной фирме из Москвы, а затем ликвидировать ее. На тот момент фирма «Газпрома» контролировала значительную часть газовой инфраструктуры Германии, и немецкие власти заблокировали сделку, взяли компанию под государственный контроль и позже национализировали ее. Теперь прокуратура считает, что продажа и попытка ликвидации могли быть частью операции по дестабилизации поставок газа в ФРГ. В рамках расследования уже прошли обыски в Берлине и Франкфурте. О деталях дела пишут журналисты Associated Press. Цитирую. Подозреваемый – гражданин России, имя которого не раскрывается. По данным прокуратуры, его проверяют на причастность к нарушению инвестиционных правил, предусмотренных немецким законодательством о внешнеэкономической деятельности, а также к попытке диверсии против конституционного строя Германии. Страна на грани коллапса. Города задыхаются от нехватки еды, топлива и лекарств. Риск гражданской войны в Боливии. И там уже нашли виновного. Это экс-президент Эво Моралес. Он сейчас скрывается от действующих властей в джунглях и отказывается капитулировать. Более того, он предупреждает. Попытка его задержать может втянуть страну в гражданскую войну. По словам Моралеса, его убежище охраняют десятки сторонников, а любое военное или полицейское вмешательство они готовы отражать. Отмечу, против Моралеса выдан орден на арест по делу о предполагаемой связи с несовершеннолетней. Сам он называет обвинение политическим преследованием. Кроме того, действующие власти обвинили бывшего президента в подстрекательстве к массовым протестам. Они охватили страну уже 7 недель назад и не утихают до сих пор. На этом фоне Боливия выглядит как государство, стоящее на грани коллапса. Уже 7 недель крупнейшие города испытывают нехватку продуктов, топлива и лекарств из-за блокад дорог, направленных против центристского президента Родриго Паса. Его отставки давно требуют профсоюзы и организации коренных народов.
Маша и медведь раздора под раздачей Netflix. Платформа разозлила украинцев. Люди массово призывают отменять подписки, ведь стриминговый гигант купил права на новые сезоны мультсериала «Маша и медведь». Как сообщает РБК Украина, Netflix приобрел права на показ 8 и 9 сезонов мультфильма, а также продлил лицензии на предыдущие серии более чем в 100 странах. После появления этой информации в украинском сегменте соцсетей начали распространяться публикации со скриншотами отмененных подписок. Пользователи пишут, что не готовы финансово поддерживать платформу, которая во время войны продолжает покупать российский контент. Сам Netflix на обвинения пока не отвечает. Тем временем в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Украины эту ситуацию уже прокомментировали и вот как. Это не просто мультфильм, а инструмент российской мягкой силы. Исследование Центра показывает, что за маской мультсериала скрываются формирование позитивного образа РФ «Добрый медведь», высмеивание других народов через поведение Маши, а также нормализация советского наследия и милитаризма. Защита информационного пространства детей – это вопрос нашей безопасности. Семейные издевательства и драки – это норма. Закон о домашнем насилии может отпугнуть молодежь от брака, говорят в Госдуме. Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала инициативу по ужесточению ответственности за домашнее насилие. По мнению Останиной, принятие такого закона может привести к тому, что, далее цитата, «если сейчас разводятся 8 семей из 10, то будут разводиться все 10». Ранее в этом же месяце законопроект, предлагающий распространить статью о побоях на случаи насилия в отношении совершеннолетних родственников, беременных женщин, а также лиц, находящихся в беспомощном или зависимом положении, был отправлен на согласование в правительство. Там пока ответа не дали. Сейчас побои в семье в России декриминализованы. С 2017 года за первое такое правонарушение предусмотрена административная, а не уголовная ответственность. Есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться? Потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. В других выпусках также много ответов на вопросы и события. Переходите, друзья, и смотрите. До встречи уже завтра.